участниц первой группы. Софья Смагина, Москва. Лидия Пискачева, Москва. Арина Ореховская, Оренбургская область. Агата Морозова, Санкт-Петербург. Диана Мильто, Москва. Елизавета Лабутина, Свердловская область. Разрешена 6-минутная разминка. Продолжаются прямые трансляции из Челябинска на Первом канале. Финал Гран-при. Сначала юниорская часть, затем внахлёст взрослая часть. 2 комплекта медалей уже разыграны у танцоров и у спортивных пар. И теперь в дело вступают девчонки. Сейчас начнется короткая программа в юниорском соревновании девушек. И на комментаторской позиции Василий Соловьев, а также герои не только Олимпийских игр, но и не только чемпионата России, но того самого чемпионата России, который проходил здесь, в Челябинске. Когда-то эти трибуны аплодировали Анне Щербаковой и Михаилу Калиде. Я приветствую вас в вашем таком теплом родном местечке. Да, всем привет. Всем привет, дорогие друзья! Радостно вновь оказаться на комментаторской позиции вместе с вами. Короткую программу сегодня будут исполнять девушки, а потом юноши. И вот первые 6 участниц с короткой программы у девушек уже находятся на льду. Эти спортсменки разминаются. Давайте их представим. Первой будет кататься Софья Смагина, ученица Сергея Давыдова. В этом году она дважды была серебряным призером на этапах серии Гран-при. Но затем на чемпионате России, к сожалению, эту великолепную спортсменку постигла неудача. Она была всего лишь 9-й. И вот сейчас она возвращается на лед всего лишь через 2 недели для того, чтобы, может быть, взять какой-то своеобразный реванш за ту неудачу. Вслед за ней будет кататься Лидия Пискачева, ученица Светланы Пановой. Это серебряный призер первенства России. Великолепным образом она обогнала на 19 сотых Викторию Стрельцову и стала призером этого турнира. Ну, что касается Гран-при, то в Омске у нее было 1-е место. И в Москве она чуть-чуть не взобралась на пьедестал. Арина Ореховская, ее тренеров вы только что видели, Елена Екатерина Михайлова. Это спортсменка из Оренбурга, которая в Казани заняла 3-е место. На чемпионате, на первенстве России была 8-й. И интересна эта спортсменка тем, что является единственной представительницей Оренбурга, прыгающей в том числе четверные прыжки. Большая молодец. И сражается за каждый балл, за каждый результат в своем катании. Агата Морозова будет кататься вслед за ней. Ученица Ольги Ефимовой, Василия Попова на ваших экранах. Ее тренер. К сожалению, на первенстве она заняла всего лишь 18-е место, но на этапах серии Гран-при была прям вот вплотную к пьедесталу. И даже 3-й по произвольной программе была в Омске, но все равно баллов не хватило для того, чтобы получить медаль. Диана Мильто будет кататься вслед за ней. Это ученица Светланы Соколовской. 12-е место первенства России, бронзовый призер Гран-при Красноярска.
Надо, кстати, отметить, что на этапе серии Гран-при больше всего медалей у тренерского штаба Екатерины Моисеевой. Целых 3 золотых. И здесь у Екатерины будет 2 ученицы выступать на этом турнире. У Тутберидзе и у Плющенко на этапах серии Гран-при по одной золотой, по 2 серебряные медали. И у Тутберидзе 2 ученицы в финале выступают, но они будут кататься далее в второй группе участниц. Что касается таких самых интересных событий по результатам Гран-при и, собственно, первенства, то это, конечно же, выступление Стрельцовой на первенство России, которая 20 баллов прибавила к своим результатам на Гран-при. Но ее выступление мы увидим во второй группе участниц. А завершать первую группу будет Елизавета Лабутина, ученица Антона Киселева, которая представляет Екатеринбург, сама живет в Нижнем Тагиле. Достаточно ровно проходит разминка у девушек. Видим, конечно, что небольшой нерв все-таки присутствует. Но остается буквально считанные секунды до начала этих соревнований. И, как обычно, традиционно мы желаем всем гладкого льда и успехов. Сергей Давыдов настраивает на выступление свою ученицу Софью Смагину, 14-летняя спортсменка. Первобытный инстинкт преследования, зов охоты, адреналин битвы, волчий вой в ночи. Все это катание этой малышки, которую ее собственный тренер называет гигантом. Да, первенство сложилось не так, как хотелось бы, но Софью, надеемся, это только раззадорит.
Великолепный энергетический заряд дает нам Софья Смагина в начале этих соревнований. Малышка, из которой энергия так и прет. И, конечно, каждое ее выступление — это всегда такой впрыск адреналина. И мы очень рады, что она чисто начала этот турнир. Совершенно потрясающее начало соревнований среди девушек. И мы наблюдали по ходу сезона за Софией, как она стабильно от старта к старту показывает свое мастерство. Но сегодня мы точно в восхищении, потому что на первенстве России это самая досадная ошибка в короткой программе, которая откинула ее в конец турнирной таблицы. И вот сегодня она вновь показала свой тот самый стабильный уровень. И мне кажется, сама даже засверкала еще ярче в этой дорожке шагов, потому что и сама себе доказала, что это просто нелепая случайность на первенстве России была. Видимо, просто переволновалась тогда, а сейчас уже как бы сезон близится к концу, и можно, ну, условно назовем, выдохнуть и спокойно просто выйти, отработать все, что ты делаешь уже многие-многие годы. Что еще меня радует, что теперь в произвольной программе, где Софья пойдет на множество элементов ультра-си, четверных прыжков, ей не придется выкарабкиваться после короткой программы с дальних позиций, а она сможет вступить в борьбу за самые высокие места, потому что с ее контентом это точно возможно. Сегодня по технической части все было сделано замечательно. Двойной аксель, стартовый прыжок, тройной ридбергер во второй части, тройной флип с тройным тулупом, каскад. Арбитры сейчас оценивают комбинированное вращение на четвертый, закон на четвертый, дорожку на третий. И сейчас вот во время проката мы с Анной Щербаковой обсуждали, что она очень хорошо закладывает дуги. То есть видно, что идет комплексная работа, и это не может не радовать. Да, дорожка замечательная просто и по эмоциям, и по чистоте исполнения, и по корпусу очень насыщенная. Такая вишенка на торте в этой замечательной программе. За исполнение короткой программы Софья Смагина набирает 64,43 балла. Отличный результат для Софьи Смагиной, на который мы будем ориентироваться. А на льду Лидия Плескачева. Лидия Плескачева, Москва. Трогательная и драматичная короткая программа, как и любит серебряный призер недавнего первенства Плескачева. История балерины Ольги Списивцевой, описанная в фильме «Мания Жизели», с потрясающей музыкой Леонида Десятникова. Иммигрантская меланхолия Парижа 30-х и любовная истома.
Лидия Плескачева. Какое у нее пластичное, женственное, такое очень одушевленное, одухотворенное катание. И вот какая-то небольшая шаткость, да, была на каскаде. И не только на каскаде, и вообще с первых шагов видели, что Лидия волнуется, и, может быть, даже сверх нормы, потому что вот программа, она настолько многогранная, настолько сложная, что все-таки хочется ее пересмотреть, потому что очень много всяких фишечек скрытых, что-то вот, каких-то находок именно нетипичных Да, для мы женского одиночного. обсудили с Михаилом, что эта программа понравилась не только с точки зрения одухотворенности и эмоций, а именно с точки зрения сложности переходов между элементами дорожки шагов, где мы просто восхитились, что стоят две петли самые неудобные. Очень редко кто на такое идет. Обычно выбирают самые такие надежные повороты, которые точно засчитают. А здесь и внутренняя петля была вперед, и наоборот назад наружнее. То есть вот самые такие нестандартные выбранные повороты, и все это вьется одно из другого, выходы из прыжков настолько, что даже незаметно. Вот этот прыжок, он вписан в программу, и не дает она себе ни секундочки ни на подготовку, и ни после прыжка. Ну вот та самая досадная ошибка, которая, конечно же, помешает Лидии набрать максимальные баллы. Каскад Луцтулуп был выполнен очень неуверенно, и касание в две ноги такое зубчиком задело лед. И хоть сейчас арбитры пока что этого не отмечают, на мой взгляд, все-таки на Луце и такая вот кью, небольшой недокрутик был, но это всегда как бы на грани. Здесь можно и в пользу спортсмена засчитать. Но вот как будто вот это волнение вылилось вот в эту ошибку. Ну и в любом случае, когда мы обсуждаем Лидию, мы имеем в виду, что по сравнению с ее собственным катанием, с ее уровнем, может быть, она чуть-чуть до чего-то не дотягивает, а так-то, конечно, безусловно, это и компоненты, и уровень совершенно высочайший, она большая молодец. Сейчас с Михаилом немножко ахнули, потому что мы тут про кьюшку рассуждали, поставили полоборота недокрут на Луце. Это, скорее всего, значит, что по второй ноге считали. Такое бывает. Если она подставила этот зубец, то считают не по правой ноге, а имеют право по левой ноге посмотреть докрут. Поэтому, наверное, такой большой. Это, конечно, намного серьезнее ошибка, чем мы могли предположить. Да, сейчас она потеряет, конечно, на этом. Да, и именно в этот момент ее оценка, которая до этого судьями предварительно была выставлена как на первое место выше Смагиной балла на 2, сейчас оказалась на 1,5 балла ниже, чем у Софьи Смагиной, и Лидия Плескачева занимает вторую позицию. Арина Ореховская, Оренбургская область. Короткая программа Арины Ореховской «Пляска смерти» Камила Сен-Санса. Настолько впечатляющая музыка, что, как водится, запрещалась для исполнения при жизни композитора. И вот новое драйвовое прочтение от фигуристки из Оренбурга.
большой энергией и отдачей Арина Ореховская исполняет свою короткую программу. Девушка, прославляющая Оренбургскую область. Здорово. Просто Достойно, здорово. очень достойно. Оренбург приветствует болельщики с трибуны свою любимицу. Немногословный тренер после проката Арины. Ну, чтобы Потому все что было Арина хорошо. умница, да, сегодня справилась со своей короткой программой. И сейчас отдельно хочется отметить заход на первый двойной аксель. Давайте посмотрим Да, очень в замедленном нетипичный. повторе. Через обратную сторону, прям с выпрыгивания сразу же идет в прыжок. Очень интересно это смотрится, необычно, выделяется. И очень классно, когда спортсмены с тренерами находят какие-то вот эти нестандартные решения, которые всегда привлекут внимание профессионалов. Классное решение, но я вот смотрю, у судей в протоколе меньше балла в плюсе за этот элемент, потому что он в общем был был не не такой такой высокий, просто классный, да? пролетный, да. И чаще всего именно такой заход используют в тренировочном процессе как упражнение для того, чтобы отвести плечи, для того, чтобы встать на левую ногу уверенно. И вот, действительно было неожиданно увидеть это в короткой программе Арины. А судьи, в общем-то, я с ними сегодня соглашусь, что 0.92, да, это был такой хороший, достойный аксель. Вот хорошо и достойно, собственно, были выполнены абсолютно все элементы. На 4-й уровень все вращения, на 3-й уровень дорожка. Все прыжки в плюсовой зоне, во второй половине каскадный столб выполнен. Так что все прекрасно сегодня. Если так вот пожелать успехов на будущее и такое пожелание вперед, чуть-чуть бы добавить именно хореографии, интерпретации, и вот что-то именно от себя. Да, это было сегодня, на сегодняшний день достаточно, но вот чуть-чуть бы хорео, чуть-чуть бы интерпретации, и был бы вообще конфетка. Арина Ореховская на первом месте, опережая на 1,5 балла Софью Смагину. Причем выиграла она по технической оценке, по компонентам немножко отставала. А на льду Агата Морозова. Шок-рок, шедевр I Put a Spell on You в короткой программе у Агаты. Одержимость любовью на грани помешательства. Ничто нас не разлучит. I put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I'm lying. I'm lying. And we could live for 1,000
Вот насколько она интересная катальщица, да, насколько у нее прям невероятно необычные программы, и что ж такое происходит уже второй старт с этими прыжками. Такое, к сожалению, бывает, случается, что когда человек больше занимается прыжками, дорожками, ой, нет, не прыжками, дорожками, вращениями, прыжки как-то уже отходят немножко на второй план. Ну вот расстроилась совсем. Поддерживает Василий Попов. Держала настрой до последнего в программе, конечно. Агата действительно приковывает взгляд своим катанием, несмотря на какие-то ошибки, которые могут случаться. Да, вот сейчас мы видим тройной луц, приземление. Вот Агата часто вытаскивает такие приземления все равно. Мы все время восхищаемся силой ее силой воли, ее коленями, которые это выдерживают. Да. Вот. Но в этот раз, к сожалению, не удалось. А если ты не можешь каскад сделать на луце, то к Ридбергеру уже в юниорах нельзя. Это очень суровые правила, по которым ты сразу же остаешься без каскада. Это сильная потеря. Но, несмотря на это, ни на секундочку она не расслабилась, программу не сдала. Невероятно с артистизмом, с душой, с эмоциями каталась. Михаил Коляда охал Я всю восхитился программу. ее вращениями, на Всю какой они программу. скорости были сделаны. И видно, что занимаются не просто там годы, на это уходят годы. И это действительно просто огромный респект отправляется Ольге Ефимовой, Ольге и Ефимовой, всему Василию штабу. Попову, да, там всем в «Звездном льду». Классно. Давайте поддержим Агату всеми трибунами, которые здесь, кстати, на юниорских соревнованиях необычайно переполнены. Все будет хорошо. Это такой тяжелый период, безусловно, но что ж с ним поделать. Агата, ты потрясающе катаешься совершенно. Ты огромная молодец. Пусть тебе сопутствует удача Исполнение в будущем. программы «На лед» приглашается Диана Мильто. Москва. Песня 20-летней Рене Ольстед про лентяя, которого она гонит прочь. Hit the road, Jack. И чтоб больше ноги твоей не было на этом катке. Ученица Светланы Соколовской и Виталия Бутикова на льду. Бронзовый призер турнира в Красноярске. Диана Мильто.
Диана Мильто, бронзовый призер турнира в Красноярске. Наверное, один из самых чистых Диана прокатов, да, Мильто. у нее сейчас такой был в сезоне. Легкий, игривый, с хорошими прыжочками. Да, может быть, что-то судьи там будут пересматривать, но в общем и целом, по-моему, можно быть довольным таким стартом. Да, определенно точно, потому что все-таки уже, как я и говорил ранее, сезон близится к концу, и многие спортсмены, они находятся просто в оптимальной форме. Оценила, да, это приземление? Сейчас над приземлением. Иронизируют. Да. Действительно, когда финал близок, ты уже начинаешь расслабляться, но при этом ты в очень хорошей кондиции для того, чтобы показывать все лучше и лучше презентацию программы, вращение, дорожки. То есть вот это вот все, оно гораздо легче дается, чем в начале сезона. Да, программа Дианы точно засверкала. Прямо на такое ощущение легкости дарит во время своих прокатов. А если говорить про техническую составляющую, то я, конечно, уверена, что прокаты поувереннее все-таки были, потому что Аксель и Ридбергер в первой половине, конечно, без вопросов. А вот каскад Луц-Тулуп, про который как раз и тренер сказал, и Диана, говорят, оценила это приземление. И мы с Михаилом и с Василием тоже отсюда, этот каскад прямо перед нами был, тоже оценили это приземление. Сейчас можем посмотреть. Луц хороший, а вот на тулупе чуть-чуть вот этот вот доворотик стопы такой в итоге превращается в Q. Это не большое какое-то понижение, но тем не менее все-таки чуть-чуть вот такая вот ложка дегтя в эту прекрасную и замечательную программу. Но все равно хорошие баллы получают. 10,5. Это неплохо Да, для все-таки каскада 3-3. во второй половине выполнен каскад, что дает преимущество. I'll have to go with the road down. Ну, вот такие американские горки у нас, да, сейчас в соревнованиях. Эмоции перехлестывают, у кого-то расстройство, у кого-то радость. Сегодня такая у нас короткая программа дает различный спектр в этих ощущениях. И Диана Мильто отстает немножечко от Софьи Смагиной, занимает 3-е место на данный момент. На льду Елизавета Лабутина, спортсменка из Нижнего Тагила, ученица Антона Киселева и своей мамы Полины Лабутиной. Темный рыцарь девчачьего катания, неутомимая спортсменка в эпической, волнующей короткой программе на музыку из «Бэтмена» и тайваньского фильма «Секрет о любви и путешествиях во времени».
Молодчина, заслуженные аплодисменты Елизавете Лабутиной, в том числе от нашей комментаторской позиции. Елизавета Лабутина. Прекрасное завершение первой группы участниц от Елизаветы. Вот сегодня классно. Девчонки нас радуют, и все больше и больше. Тут даже говорить нечего. Просто хочется пересмотреть еще. Хотя мы сейчас видим, что на повторах очень большое количество элементов стоит. Да, есть пересмотр в хорошем смысле, это когда смотришь и наслаждаешься, и в плохом, когда судьи пересматривают, чтобы что-то Причем выискать. в По-моему, основном что-то уже вращения. выискали, да? Все 3 вращения стоят на повторе. Я бы пересмотрел хороший. Уж прыжки точно, потому что Лиза определенно отличается очень классной техникой прыжков. Они у нее всегда очень мощные, скоростные. Смотрите, как четко она исполняет, на какой высоте, на какой скорости. Какое четкое положение в воздухе. Докрут, он прям вот такой железобетонный. Пересматривали из-за ребра, которое поставили неясным на Луце. А по докрутам, вот когда Лиза прыгает, вообще никогда вопросов не возникает. Настолько качественно исполнены ее прыжки. Двойной аксель тоже замечательный. И Ридбергер во второй половине. Прыжки на очень высоком уровне. Да, вот все-таки арбитры находят второй уровень в дорожке шагов. И мы сейчас вот очень внимательно с Анной Щербаковой смотрели. Да, действительно, на мой взгляд, первый блок был не очень хорошо, чисто исполненный. И, собственно, именно из-за этого она и получает второй уровень. К вращениям тоже небольшие вопросы есть, но это мы так уже тоже придираемся, как техническая бригада, что 2 вращения выполнены на 3-й уровень. Но это просто те моменты, из-за которых, конечно, оценка будет не столь высока, как у некоторых других участниц. Но, тем не менее, прокат очень достойный, и мы прям насладились катанием Лизы сегодня. Да, настоящая спортсменка, очень сосредоточенная всегда. И на первенстве тоже в короткой программе она хорошо выступала. Молодцы. И она уступает своим конкуренткам по компонентам. Ну, например, по элементам обходит в том числе Лидию Плескачеву, но оказывается пока что на 5-м месте. Встречать на льду участниц второй группы. София Цепка, Москва. Виктория Стрельцова, Москва. Майя Сарафанова, Москва. Алена Принева, Москва. Агата Петрова, Санкт-Петербург. София Сарновская, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Вторая группа участниц на льду. Это финал Гран-при среди юниоров. И девушки показывают свои короткие программы в этой группе участниц. Мы увидим многих интересных спортсменок. И кого-то не увидим, в том числе незадолго до соревнований было объявлено, что Елена Костолева не будет участвовать в финале Гран-при, что, конечно же, обидно. Хотелось бы посмотреть продолжение какого-то развития конкуренции, но, тем не менее, здоровье, наверное, все-таки в приоритете, и лучше подлечиться и восстановиться, нежели выезжать на соревнования и рисковать. Первый будет кататься София Цепка. Это одновременно и великолепный лидер серии Гран-при, и в то же время огромное расстройство первенства страны, где в короткой программе вдруг у Софии выпал элемент, и из-за него она откатилась слишком далеко, чтобы взлететь обратно на пьедестал. Тем не менее, благодаря вот Софии, в том числе у Екатерины Моисеевой, ее тренера, 3 золотые медали на этапе серии Гран-при. Вслед за Софией будет кататься Виктория Стрельцова с совершенно великолепным выступлением на первенстве, где 3-е место она заняла, но 2-й была в произвольной программе. На этапах серии Гран-при 2
призовых места у нее, 2 серебряные медали. Причем в Магнитогорске она уступила Базылюк 1/100 балла. Ну и, как уже было сказано, на первенстве Стрельцова 20 баллов прибавила к своим результатам, которые она показывала на Гран-при. Вот это была, конечно же, концентрация на выступлении. Ну, вслед за ней будет выступать Майя Сарафанова, еще одна ученица Екатерины Моисеевой, 14-летняя спортсменка, которая в Казани выиграла золотую медаль. И причем золотая медаль такая получилась, ну, как при нынешней системе судейства так часто бывает, чуть-чуть курьезная. 2 вторых места и по короткой программе, и по произвольной, но каждый раз лидеры откатывались, и в итоге первое место досталось Майе. Но, тем не менее, значит, показала достойное катание, надежное, стабильное, которое позволило ей показать, среди прочих, наилучший результат по баллам. Вслед за ней Алена Принева будет кататься. Ученица группы Этери Тутберидзе. Здесь Сергей Дудаков у бортика сопровождает юниорок, 2 спортсменок. Алена Принева была в Казани 7-й, в Омске 5-й, на первенстве России 7-й. Хотя мы, конечно же, понимаем, что Алена может показывать более высокие результаты, но вот как-то сезон пока что сложился таким образом. Агата Петрова, ученица Татьяны и Алексея Мишиных. Владислав Сезганов у бортика представляет эту школу. В Магнитогорске бронза, в Омске бронза. Ну и в завершении София Сарновская покажет свою короткую программу. София совершеннейший стахановец. За последние 5 недель, за последние 6 недель у нее уже 5-й турнир. Просто откуда силы, что называется, и на что ставка? Вот на то, чтобы как можно больше накатать и войти в какой-то ритм, да, или что? Как вот вы, как спортсмены, считаете такая нагрузка? А чем больше стартов, тем увереннее ты чувствуешь себя на публике, при таком свете, в костюме. Потому что действительно, чем больше стартов, тем лучше ты себя чувствуешь во всем. И вот тоже забавный такой факт, даже 2. Значит, старший брат Никита стал в этом году чемпионом России по прыжкам. А еще она участвовала в первенстве России 26-го года, заняла 10-е место. В первенстве России старшего возраста и в первенстве России младшего возраста. То есть у нее было целых 3 первенства России. Да, это такой прямо как хэт-трик можно назвать. Да. Молодчина и трудяга. И пожелаем всем спортсменкам здесь удачи. Разминка такая более напряженная, чем первая, потому что мы видели тройной аксель, тройной тулуп, каскад от Виктории Стрельцовой прямо перед нашей комментаторской позицией. Сколько чисто и четко он был выполнен, просто восхищает. А потом пошла и сделала ошибку. То есть здесь такой момент. Аксель, он и красивый прыжок. Многие называют его вообще королевским прыжком. Но есть свои коварные моменты. Но, к сожалению, без этого никуда. Это спорт, и всякое бывает. И, естественно, мы желаем всем успехов. И только наши позитивные лучики добра отправляются всем, потому что рядом с нами сидят судьи. Это такие, как бы, злая сторона, а у нас добрая сторона. И многие едут и прям улыбаются нам. И мы их тоже своим образом как бы поддерживаем. В короткой программе Софии Дзепко «Война и мир», которую Сергей Прокофьев сочинял аж 12 лет и так и не услышал при жизни. А Наташа Ростовой расскажет нам катание Софии. Первый балл, Балконский, волнение до и после. София,
Вот такой привыкли мы видеть Софию Дзепко, и в том числе в этой программе, настолько уверенную, как она, даже когда выезжала только на каток, после того, как они поговорили с тренером, уже в этот момент она уже сразу дала себя как артистку этой публики. Это было потрясающе. София, конечно, завораживает своим катанием. Невозможно оторвать глаз, просто дыхание замирает, и хочешь уловить каждое движение руки, движение пальцев, взгляд, поворот коньком. Абсолютно не упустить какую-то мельчайшую деталь в этом катании. А все это вместе в какой-то вот спектакль действительно складывается на льду из вот этих вот мелочей. Понемногу, но, конечно, невероятной красоты программа и невероятной красоты Софии, которая катает эту программу. И, на мой взгляд, настрой, конечно, сильно отличался от первенства России. Если там было видно, что каскаду волнения накопилось и случился сбой, то здесь, мне кажется, волнение поначалу, может быть, и было, но к каскаду она как-то, наоборот, как будто успокоилась, засияла. И вот с такой улыбкой и спокойствием она на него ехала, что я вот уже не переживала вообще. Очень хорошая, классная постановка и достаточно сбалансирована. То есть у нее идет тройной ридбергер, двойной аксель и вращение. И это как бы одна часть. Потом идет уже все остальное. И выезд из двойного акселя и потом сразу же вход в комбинированное классно. Меня прям это тронуло до глубины души. А также интересные находки в дорожке шагов, когда она делает ласточку, а потом тут же делает твизл в правую сторону на правой ноге. То есть это показатель именно хорошего владения конька. То есть она прям чувствует все вот эти тонкие, что называется, материи. Да, довольно и классно ими управляет, как бы, можно сказать, практически жонглирует. Здорово, просто здорово. Сегодня она была Первая совершенно спортсменка, другой. у которой все 4-го уровня. Ну и оценки соответствующие. Поздравляем штаб Екатерины Моисеевой, которая сама в молодости была очень Для исполнения короткой яркой программы на лед спортсменкой. приглашается Виктория И, Стрельцова. конечно же, Москва. с таким же чувством катаются и ее ученицы. На льду Виктория Стрельцова. Аланис Морисет поет об ангеле, который хочет стать человеком. Так было с героем Николаса Кейджа в фильме «Город ангелов». А все почему? Потому что узрел Мэг Райан. Видел бы он, как Стрельцова прыгает четверные. Что бы тогда с ним было? But you,
Как основательно катается Виктория Стрельцова, бронзовый призер первенства России. Какая она серьезная, вдумчивое такое катание. Серьезная всегда, кроме дорожки шагов в произвольной программе, которую мы очень ждем. Ну а сегодня браво, браво, Вика, потому что... Нет, улыбается, вот, посмотрите. Все откаталось же уже. Браво, потому что не просто пошла на... Просто многозначительное молчание. Браво не просто потому, что она пошла на этот сложнейший каскад тройной аксель, тройной тулуп в короткой программе, а потому что очень неудобное было приземление с тройного акселя. И, на мой взгляд, вообще этот каскад получился только потому, что у нее невероятный запас. Вот с этого ракурса так не видно даже, как нам было видно, насколько было неудобное приземление с акселя. И только за счет большого запаса по высоте, мне кажется, и аксель, и тулуп были исполнены, и исполнены чисто, без помарок. Это вообще огромное уважение из-за этого. Да, действительно, это круто, это здорово, потому что прыжки вытягивать, когда у тебя корпус идет назад, гораздо сложнее, чем тогда, когда у тебя корпус идет вперед. Поэтому это действительно было здорово, мощно. И по технике она получила за него 13,96. То есть совершенно фантастические баллы. Хотела отметить, что прыжками Вики мы всегда восхищаемся, а здесь я прям увидела, насколько поработали на дорожке шагов, насколько мощнее она стала кататься, насколько больше появилась амплитуда в ее катании, потому что у Вики есть такое, что она немножко зажимается на шагах, а вот здесь прям увидели колоссальную работу, и это отразится и в оценках, потому что все 4-го уровня, это вторая спортсменка за сегодня, которая получит все 4-го уровня, настолько технично все филигранно было выполнено. И она обходит Софию Дзепко по технической оценке, но по компонентам уступает целых 3 балла. Таким образом, занимает на данный момент 2-ю позицию. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Майя Сарафанова, Москва. Душераздирающие треки в короткой программе победительницы казанского этапа Гран-при Майи Сарафановой. «Лакримоза» в исполнении Эмили и «Ария из Нотр-Дам-де-Пари». I can't change who I am. Everything. It's the time of our lives. Down, 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 da, da.
Отличное стильное катание Майи Сарафановой. Сегодня прямо она молодчина, Сарафанова. большая. Программа классная, и я так полагаю, мы смотрели на нее всю программу и всю 6-минутную разминку. Она смотрела на комментаторскую позицию, и, может быть, она подпитывалась нашими какими-то флюидами, и это придало ей сил откатать чисто. Мы отправляем только лучи добра в сторону спортсменов. Здорово, здорово справилась, хорошо. Видно было, конечно, что она волновалась. Но в целом сегодня прокат был даже не просто рабочий, а прям хороший. Да, вопросов к технической стороне не было вообще. Прекрасно справилась с прыжками. Давайте сейчас посмотрим. Аксель с 2 руками наверх. Красивый выезд, прыжок пролетный. Программа, в принципе, такая яркая, с характером. И Майя ее хорошо выкатывала. Глазками тут стреляла, передавала всю эту эмоциональную составляющую. Особенно, конечно, после каскада было видно, как сама обрадовалась, когда чисто справилась с каскадом из тройного луца и тройного тулупа. Вот сейчас посмотрим на него как раз. Чисто оба прыжка. Но немножко близко к бортику. Это уж я там совсем придираюсь, уже под микроскопом Это начинаю просто к нам разглядывать поближе программу. хотела проехать. Надо было просто и руку вытянуть, чтобы она там хлопнула 5. Но близко к бортику это же не влияет на оценку. Ну да, главное не касаться его. Это правда. И комментаторов. Я, честно говоря, вот глядя на этот прокат, даже не могу вспомнить, а что было не так на первенстве. Что такая спортсменка оказалась на 17-м месте. Но большая молодец. Сейчас она на 4-й позиции, вслед за Ариной Ореховской. Буквально меньше балла ей уступает. Москва. Большой транжира из мюзикла «Милая Чарити» в исполнении Алены Приневой. Программа, доставляющая спортсменке огромное удовольствие. Как выяснилось во время подготовки, сложнее всего это органично подъехать к судьям и положить руки на борт. You walked in the joint. I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good
Отличное настроение дарят нам, конечно, сегодня фигуристки. Настолько это яркие, танцевальные и оригинальные, с находками, с большим юмором программы, которые мы каждый раз смотрим как в первый раз, честное слово. Да, зажгла сегодня Алена в своей короткой программе. Замечательно откаталась и с настроением, и с прыжками, и с вращениями. Вот все было вот так, как нужно. И сейчас очень большое количество игрушек. Наверное, больше всех сейчас кидают на лед Алене. Оценил. Сергей Дудаков оценил игрушки. Здорово, программа смотрится на одном дыхании. И вот насколько разные Ксения Гущина, которая катается под похожую музыку, и Алена Принева. Вот все-таки интересно смотреть на юниоров, на юниорок, когда спортсменки, они как бы формируют, выковывают себя для того, чтобы потом перейти во взрослый спорт. И если вот эту идентичность удается сохранить дальше, получается очень классно, интересно наблюдать за развитием карьеры спортсмена. Да, у Алены огромный потенциал и с точки зрения технической стороны, и точно так же с интерпретацией программы. Она очень хореографичная, и вот здесь прям все так в музыку было выполнено, каждый акцент. Ридбергер мне очень понравилось, прям насколько в акцент он был выполнен. Так что, да, программа прям заиграла сегодня. А финал-то какой яркий. Прям на бортик перед судьями. Здорово. Там и начинается все от бортика и заканчивается все возле судей. Ну, так вот сейчас довольно-таки популярно на судьи обращать внимание в своих программах. Это Вечный рекорд, Алена говорит. юмором. Супер. Супер оценки. И она на 3-й позиции на данный момент по компонентам обошла Стрельцову, по технической составляющей проиграла и ей, и Дзепка. Агата Петрова, Санкт-Петербург. Двукратный бронзовый призер этапов Гран-при, отчаянно цеплявшаяся за 3-е место и на первенстве России, но не удержавшая. Агата Петрова катается в короткой программе под пение француженки Барбары Прави. «La Femme». Так называется этот трек. Mon corps, mes jambes, mon dos, mes bras, mes mains, mes os, mes sangs, mon cœur et ses réflexes, ma peau, ma taille, mon sexe. Ce que je fais de mes nuits, ce qui m'amuse, ce qui m'ennuie, mes ambitions. Comment je recouvre ma chair, quel est le bruit de ma colère quand je dis non? Qui a décidé ce qu'est la femme? Un bouton de rose, un brin de flamme. Aucun des deux ou bien tout à la fois. La femme, la femme, la femme. Qui a décidé ce qu'est la femme? Ce qu'est la femme. Qui a décidé ce qu'est la femme? Mon bruit, ma sueur, mon goût, mes vies, mes morts et mes coups. Dedans, mes veines, le sang qui bout, mes rages, mes colères, mes dégoûts. Qu'on me demande sans cesse qui compose pour moi les mélodies que je fredonne. Comme si on n'était pas fini, comme s'il y avait toujours besoin d'un homme. Qui a décidé ce qu'est la femme? Un bouton de rose, un brin de flamme. Aucun des deux ou bien tout à la fois. La femme, la femme, la femme. Qui a décidé ce qu'est la femme? Ce qu'est la femme. Qui a décidé ce qu'est la femme? Mon corps plus ou moins beau, mes choix, mes rêves, mes fardeaux, mes sangs, mon cœur et ses réflexes, ma peau, ma taille, mon sexe. Qui a
décidé ce qu'est la femme. Un bouton de rose, un vent de flamme. Aucun des deux ou bien tout à la fois. La femme, la femme, la femme. Qui a décidé ce qu'est la femme? Ce qu'est la femme. Qui a décidé ce qu'est la femme? Ce qu'est la Редкий гость, конечно, в сегодняшних соревнованиях падения, но, к сожалению, побывал он здесь в выступлении Агаты Петровой, что чрезвычайно обидно. Агата такая фигуристка необычная, со своим стилем, всегда умеющая себя как-то подать публике. Да, падение — редкий гость не только на этих соревнованиях, но и именно в программах Агаты, потому что очень редко мы видим от нее такие грубые ошибки. Могут случаться неуверенные выезды, может быть, какие-то недокруты. Но здесь, конечно, Ридбергер совсем не получился. Он был и с недокрутом, и в падении. И видно, что сама Агата не привыкла к таким грубым ошибкам в своей программе. Прям сама расстроилась, но постаралась себя все-таки в краткие сроки взять в руки. И в дорожке уже старалась с полной отдачей кататься. Ну да, старалась все-таки держать образ, и это хорошо. Что все-таки было плохо? Перед Ридбергером она просто поторопилась, не успела встать на ногу так вот, как ей надо, так, как удобно, как она привыкла делать это на тренировках дома. И только лишь из-за этого и такое падение. Да, сейчас она, конечно, большое количество баллов потеряет, и арбитры находят там недокрут в 2 галки. По базе этот прыжок стоит 1,87, минус балл дедакшена, то есть она получила за него... 0,02 балла. Да. Конечно, совсем. Ну, еще одна ошибка, получается, перекат еще из-за этого получился, еще 1 балл дедакшена. В общем... Просто не дотолкнулась, да, совсем она не попала в толчок. Этот Ридбергер уже тяжело было спасти, но такое случается. Здесь можно пожелать только не расстраиваться и в произвольной доказать, что это всего лишь обидная случайность. И кататься в свое удовольствие, не переживать и показывать свой уровень. Таким печальным каким-то образом у нас 2 Агаты, и обе из Санкт-Петербурга находятся на последних позициях после короткой программы. Завершает сегодняшние соревнования у девушек София Сарновская из Академии Ангелы Плющенко. Артем Значков выводит эту спортсменку, сопровождает ее на этих соревнованиях. 5-й турнир за последние 6 недель. Образ маленького лебедя, который София представляет в короткой программе, такой уже совсем не маленький.
София Сарновская, самая молодая участница этого турнира. София Ну, Сарновская. вот хочется как-то поддержать. Поддержать, да, всех Девушку. девчонок, которые так расстраиваются после ошибок, хочется поддержать, потому что вот с Михаилом только что обсуждали, что такое огромное количество соревнований у Софии, и вот в этом возрасте мы все так много стартуем специально, чтобы набирать этого опыта как можно больше. Безусловно, ошибки случаются, но это вот тот самый опыт, который пригодится в будущем. И, говоря об опыте, тоже обсуждали расположение прыжков. Михаил, ваше мнение? Что есть две категории спортсменов, которые прыгают прям под борт, непосредственно там в миллиметрах от него, или те, которые прыгают в центре. Вот, видимо, София как раз из тех спортсменок, которые прыгают прямо в борт, потому что, на мой взгляд, это не очень хорошо, потому что когда ты делаешь первый прыжок, может быть, не очень уверенно, у тебя нет шанса исправить какую-то ошибку, сделать двукратную тройку или там что-то еще, чтобы добавить второй прыжок. То есть у тебя есть только вот один единственный путь и один единственный вариант, который нужно использовать прямо здесь и сейчас. Вот мы видим как раз этот каскад и обсудили, что после, неудачное тройной луц, такое очень жесткое с него приземление, очень неудобное для каскада, и София сориентировалась, поняла, что тройной прыжок уже идти бессмысленно, но ей как будто нужно было еще вот долю секундочки исправить на более удобное положение, чтобы двойной сделать ровненько, уверенно, чистенько. А она вот как на луце была эта ошибка, она ее также и перенесла с собой вместе в этот двойной тулуп, и, конечно, обидно, что в итоге такой смазанный выезд получился. Возможно, если бы она сделала этот прыжок раньше, у нее была бы возможность чуть-чуть корпус вперед подать, потому что после такого жесткого приземления вверх начал уходить назад. Да, между луцем и тулупом немножко вот вернуть это положение исходное. Но ничего, все еще будет произвольный. Желаем успехов. София Сарновская занимает 10-е место на данный момент, отстает от лидера на 14 баллов. Ну а на вершине София Цепка, Виктория Стрельцова. Вслед за ними Алена Принева, Арина Ореховская, Майя Сарафанова. С таким не очень большим отрывом друг от друга. Очень интересные соревнования, в то же время позитивные, которые дарят нам интерес наблюдать за тем, как девчонки катаются. По-моему, хороший был денек. Мы не прощаемся, а встретимся на соревнованиях юношей.